У каждого из нас хранится в памяти несбывшаяся мечта детства, тихо тлеющая внутри и время от времени напоминающая о себе. В прошлом году я осуществил одно из таких заветных желаний. Мы сплавлялись на плоту по реке. Ну, это круто. А сегодня, в морозный февральский день, я отправляюсь в поход, чтобы воплотить еще одну мечту – провести ночь в пещере. Посмотрим, что из этого получится. Февраль месяц, а смотрите, Волга, да, до сих пор еще не встала, не замерзла. Ну, а вон там, в той стороне, уже город Самара. Как вы видите, там снежная какая-то буря, что ли, метель, может быть, я не знаю. Но все за такое белое-белое прям, да, вдалеке. Возможно, снежная буря сюда сейчас скоро придет. Поэтому нужно побыстрее добраться до пещеры, которую я нашел еще 3 года назад. И сегодня я хочу в ней переночевать. У меня с собой есть печка, спальный мешок, ну и, конечно же, набор определенных инструментов для того, чтобы сделать удобное, уютное укрытие. Ну а что из этого получится и как я сегодня проведу ночь, скоро мы с вами вместе узнаем. Поэтому садитесь поудобнее, берите себе что-нибудь вкусненькое, наливайте что-нибудь попить. Погнали! Осталось примерно метров 100-150 до моей пещеры. Подъем очень сложный, в том плане, что очень высокий, очень большой угол наклона. Поэтому я взял с собой длинную веревку. Так как волокуши за собой будет тянуть неудобно, то я привяжу эту длинную веревку, поднимусь на расстояние метров 10, например, да, в гору, и уже буду за собой подтягивать волокуши с помощью этой веревки. Горы — это красота, но лазить по ним что-то мне не очень нравится. Итак, смотрите, у меня есть вот такая вот пещера. Вход у нее в диаметре может быть сантиметров 70-80, ну, небольшой. Я думаю, что сейчас стоит для начала расчистить вход от снега, подготовить разделку под печь, да, то есть перекрыть какой-то деревяшкой, поленом, да, и здесь камнями выложить, обезопасить печную трубу и вывести ее наружу. После чего заняться дверью. Либо я натяну плащ-палатку в качестве двери, да, либо, может быть, из гвоздей сделаю и тонких жердей. И внутри уже самой пещере разместить каким-то образом спальное место. Потому что я буду здесь ночевать сегодня. Световой день очень короткий, время сейчас 12:44. У меня где-то еще 3 часа, наверное, есть, поэтому буду поторапливаться. Иначе придется спать, я не знаю где, может быть, где-то в сугробе.
А вот со спальным местом уже посложнее. Можно, наверное, как-то найти два ствола дерева, да, их вот так пустить, набить тонкие жерди на них, и, соответственно, будет вот такой вот лежак. Головой спать лучше в ту сторону, чтобы поступал свежий воздух, ну и плюс ко всему печка будет рядом, можно будет подкидывать дрова. Ну а стол разместить где-то здесь, наверное, да, может быть, сюда свечки поставить, чтобы было поярче освещение, а здесь уже готовить. Но хочу заметить, что здесь уже в пещере теплее, чем на улице. То есть там сегодня -3, а здесь, наверное, где-то плюс 5-6. Ну, затопить печку и будет вообще красота. Рулетку я, к сожалению, не взял. И лучшей заменой оказалась моя складная ножовка. Хотя, конечно, веревка подошла бы гораздо лучше. Но пила всегда под рукой, и я не стал заморачиваться. Укладывать камни оказалось несложно и невероятно увлекательно. Я подбирал их так, чтобы щели между камнями были минимальными. Настоящий каменный тетрис. Ну а все щели между камнями я буду забивать вот этим вот мхом. Жалко, что он, конечно же, подмерз. Если бы была плюсовая температура, с ним было бы работать намного легче. Но и так пойдет. В этот момент я почувствовал то, что, наверное, испытывают гончары или скульпторы. Постепенно из ничего возникает нечто интересное и красивое. Процесс создания уюта и комфорта в дикой природе доставляет мне наибольшее удовольствие. В качестве источника тепла я взял с собой походную печь-пошехонка. Весит она около 3,5 килограммов. Ее тепла достаточно для моей небольшой пещеры.
Единственное, я все-таки думаю, может быть, сделать дверь из жердей. Что-то не хочется мне тентом закрывать, а вот этой дверью из жердей я просто смогу прикрывать вход, да, и, соответственно, когда мне не нужен он, раз, убрал. Да и, блин, если просто тент натянуть, то любая там лиса, например, сможет ко мне зайти ночью, да? А дверь из бревнышек маленьких уже она отодвинуть не сможет при всем желании. Сколько тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, ну где-то 8 жердей нужно. И плюс еще 2 по ширине. Раз, два. Ну и угловую еще. Короче говоря, 11 примерно нужно жердей. Желательно потоньше. И уже буду делать кровать. Время уже, короче, около 3. Я смотрел. Ну и буквально час-полтора начнет темнеть. А мне еще дрова, кстати, для печки не готовы. И даже лежака нет. Так что придется, наверное, доставать скоро фонарик. И уже с фонариком ходить, искать жерди для кровати. Я не знаю, получится или нет сделать ее без петель, но в то же время дверь, чтобы откидная была, да, то есть вот раз, вот это вот бревнышко, оно здесь длиннее и здесь длиннее, чем основные, и оно должно встать по моей задумке в распор. Соответственно, вот это я сейчас отпилю сантиметра 1,5-2 и попробую вставить. То есть, если эта схема сработает, то будет вообще здорово. Ну, представляете, дверь будет вот так вот откидываться, открываться без петель. Но, конечно же, не уверен, что получится, но попробовать стоит. Полюбуюсь красотой вот этой вот. Прямо у подножия моей горы, моей пещеры, да, Волга.
Вон льдины проплывают. Красота. К вечеру подтаявший снег подмерзнет, и получится отличный каток. Можно будет здорово прокатиться с горки. Поэтому я решил заранее позаботиться об этом и обустроить себе удобный спуск и подъем к пещере, вычистив ступени. Совсем другое дело. Немного заготовил дров, принес сюда сразу волокуши поближе. На всякий случай привязал к березе, чтобы они у меня вниз не уехали. Вот такой вот фонарь. Не так давно нашел я железнодорожный фонарь. То есть раньше с ним железнодорожники ходили и освещали себе железнодорожные пути. Очень символично, так как недалеко от этого места раньше добывали горную породу, известняк. Забуривались в глубину горы и оттуда все это вытаскивали на вагонетках, потом загружали на корабли и куда-то уже отправляли. Как-то давным-давно я уже был в походе в этих местах, и это даже попало на видеоролик. Название не помню, но что-то типа там выживание под дождем, что ли. То есть это еще в самом начале моей блогерской карьеры, как лесного строителя, да? Железнодорожные рельсы здесь тоже можно найти при желании на этой горе. Конечно, наверное, уже большую часть сдали в Чермет, но какая-то толика маленькая в любом случае еще осталась. Ну а завтра, если будет время, я вам покажу еще одно интересное место, как раз-таки вот этот вот туннель, из которого раньше и добывали вот этот известняк.
что, друзья, все, печка греет у меня тут. Ну, я не знаю, сколько градусов, но плюсовая точно. То есть у меня одежда, от одежды это испарение пошло, то есть влага из одежды уходит. Я уже, как вы видите, сижу на жердочках. Сейчас из них сделаю себе лежак. Жерди слабые, потому что здесь, ну, из валежника ничего интересного я найти не смог. Ну, что-то такое посерьезнее, да? Поэтому буду использовать такие тонкие. Пока с открытой дверью. Потому что, ну, я не знаю, как здесь с тягой, да, то есть сейчас надо сориентироваться на местности, посмотреть, как вообще, что будет, да, не будет ли здесь задымления внутри. И уже после этого можно будет закрывать дверь. Ну, на ночь в любом случае придется ее закрыть. Вот. Здесь наверху тепло, однозначно, прям вот тут градусов 10 уже точно есть. Ну, а где я сижу, то есть внизу, снизу тащит, то есть от пещеры, от этой снизу холод идет. Вот поэтому и надо лежак-то сделать, чтобы оттуда не тянуло холодом. Силы что-то потихоньку начинают уже покидать. Все-таки столько времени работаю. Но деваться некуда, надо уже закончить. Хочется просто прилечь, отдохнуть. Но дело такое, выживание, скажем так, да, то есть, а представляете, если бы еще нужно было добывать себе еду. Это была бы катастрофа. Целый день делаешь себе укрытие. Ну, можно было бы, конечно, сделать попроще его, но это уже такое капитальное укрытие с печкой, да. И после этого уже идешь, там, рыбачишь, например, да, или если у тебя есть ружье, то идешь охотишься. Сейчас там люди сидят в теплых домах, греются, а я сижу в пещере и пью горячий чай. Наконец-то перекур. Уже стемнело. Около печки прям жарит, дай боже, вообще. У меня вон одежда вся прям дымком покрылась таким испарением. Так что, может быть, сейчас просохну. Фу. Сейчас кровать уже чуть-чуть осталось доделать. Я подпорки сделал, усилил ее и даже отпилил лишние детали, выпирающие жерди. Наверное, я так думаю, накрою плащ-палаткой свое спальное место и поверх плащ-палатки постелю плед. И уже поверх пледа застелю свой спальный мешок. Он у меня рассчитан до минус 15, это экстремальная температура, а нормальная что-то там до минус 5, по-моему. Ну, здесь минус 5 не будет при всем желании. То есть вот около печки здесь градусов 15-20 точно есть. А еще я дверь не закрыл. То есть дверь закрою, тут вообще Ташкент будет.
Всем жителям Ташкента привет. Давно мечтал осуществить эту идею, и наконец я здесь, наконец все вот задуманное, как хотел, все реализую. Все сделал так, как думал, так, как планировал. Конечно, я не думал, что кровать будет настолько низкой, ну, в том плане, что я сидеть, видите, не могу, головой могу удариться об свисающие камни. Ну, буду аккуратен. Это, конечно, нюанс такой, да? Здесь по площади эта пещера, наверное, 2,20-2,40, может быть, в длину и в ширину там 1,5 метра. То есть, ну, такая компактная, уютненькая. Что еще, как говорится, надо для счастья? Главное, чтобы не привалило здесь. Ночью. Будем надеяться, что все будет в порядке. Единственное, я смотрю, по длине, наверное, я не помещусь. То есть кровать все-таки маловато, где-то 175, наверное, 180, а я длиной, ну, ростом 193. Как-нибудь переночую. Главное, переночевать в тепле и в комфорте. Так, еще надо дверь завесить курткой, и вообще не будет поддувать здесь. Станет еще теплее. Ну, вот сейчас здесь уже градусов, наверное, 12-15. Вот только вот не очень удобно, что потолок низко. Ну ничего, нормально. Мясо потушу в сковородке с этим, господи, заговариваюсь уже, с морковью, с луком и с помидором. Потушу на медленном огне, и как в качестве гарнира будет использоваться у меня, да, а основное блюдо рис. Очень легко, очень быстро все это делается. Мне, стало нравиться в последнее время вообще брать вот в этих пакетах каши, то гречневую, то рисовую, прям классная штука. Вот. Сейчас мясо нарежу мелко, пожарю его на сковородке, и после чего уже буду добавлять овощи и тушить. Я думаю, будет очень вкусно и, самое главное, полезно. Впервые, наверное, за лет
сколько, 3 года или 4 я уже занимаюсь этой блогерской деятельностью. Впервые за эти годы я во время готовки решил пообщаться с вами. Ой, блин, ударился. Пока мясо режу. Кстати, индейку режу, да, что-то я не сказал. Но мне индейка в последнее время стала нравиться, потому что вот говядина, да, и, ну, блин, она какая-то жесткая. Ее варить вообще по-хорошему надо. А если нужно мясо пожарить быстро, да, то ну, курица и индейка. Но курица, она уже как бы в кишках сидит. Я думаю, у каждого, да, уже это курица с детства. Едим. А свинина меня тоже что-то уже утомила. Какая-то она жирная. Но мне это перестало нравиться. Я перестал понимать вкус свинины. Не знаю, может быть, это пройдет у меня. Но пока я его не понимаю. Тут на 2 порции минимум. Чувствую, я это вообще все не съем. А самое главное, поместилось бы это в сковородку. Надеюсь, поместится. Пару часов назад здесь не было таких ароматов, скажу я вам, друзья. Мало того, что запахи сумасшедшие просто уже по всей маленькой пещерке, да, так еще и тепло стало. Я, наверное, сейчас вообще до термухи разденусь, уже когда ужинать буду. Очень тепло. Я, конечно, не специалист по готовке, поэтому если что-то делаю не так, то, конечно же, укажите на мои недостатки, на мои недочеты. Никогда бы не подумал, что в пещере так тепло будет. Вообще великолепно просто. Я доволен. Уже заранее я доволен, да, проведенным экспериментом. Из нюансов, которые мне не нравятся, что вход маленький, да, и приходится постоянно наклоняться, чтобы сюда пролезть. Соответственно, у меня штаны, видите, какие грязные все. То есть я на колени вставал, чтобы сюда залезть. То есть этот нюанс мне категорически не нравится, что становишься грязным, как свинья. Ну а так, тепло, комфортно. Пауки уже стали оживать, вон. Один по моей кровати ползал, я его скинул туда. Пусть там по стенам лазит. Ну и, конечно же, есть такой момент, да, что как ни крути, и люди там с клаустрофобией, например, да, им здесь будет очень мало места. Ну, просто паника на них напасть может, да. Ну, а лично я волнуюсь, знаете, за что больше всего? Что как бы вот потолок что-нибудь не упало, да, на голову вот эти вот. Как я завесил своей курткой дверь, сразу стало прям теплее градусов на 5, наверное. Ну, потому что дверь вся в щелях, вот это сверху, видите. Специально не стал ее даже и курткой закрывать, чтобы воздух поступал сюда теплый. Ой, холодный. Циркуляция, чтобы была. А то так все щели закроешь и задохнуться можно. Я бы, знаете, что еще хотел сюда добавить? Вот сейчас вот просто прикидываю. Наверное, я бы еще перец добавил бы. Красный. Который сладкий. Вот не хватает его.
Но это опять же на мой вкус. А в целом прямо идеально. Просто шикарно. Великолепно. Вот это вкуснятина. Изначально, когда я пришел сюда, когда я сделал даже дверь, даже когда я затопил печку, у меня не было такого ощущения, что я смогу здесь провести ночь. Сейчас, когда дверь занавешена моей курткой, печка топится, причем не на всю, а где-то в пол оборотов, ну, в полсилы. Спальник, естественно, тоже меня спасет, это я уже знаю. Ну, классно. То есть теперь я испытываю чувство удовлетворения. Мне нравится. Че греха таить, я даже скажу, что я в восторге, честно. Прям такие ощущения непередаваемые. Просто, ну, супер. Ладно, буду ложиться спать. Завтра пойдем с вами в тот тоннель посетим, который вглубь горы уходит. Ну и на этом распрощаемся. Спокойной ночи. С добрым утром, друзья. Ну, что я могу сказать? Нормально. Спалось отлично, даже я бы сказал так. Ночью просыпался 3 раза. Сейчас время 6:42, если видно. Вот. 3 раза будильник заводил для того, чтобы дрова подкидывать. Ну и, соответственно, нормально. Здесь было тепло в помещении в самом, да? Дрова у меня еще чуть-чуть остались. Прям сколько там, полежка 4, наверное, точно есть. И плюс ко всему бонусом за эту ночевку я получаю теплые сухие штаны. Это будет просто великолепно. Ну и периодически, да, я все-таки думал, что как бы что-нибудь не упало. Но ничего не упало. Слава богу. На улице что-то шумело вечно. То шаги. То есть все-таки какая-то живность здесь ходила рядышком где-то. Раза 2 причем. То просто снег шел. И снег он, я не знаю, видимо, не слишком такой сильный, но он на трубу, наверное, падал с той стороны. И такие, то есть легкое такое шипение было, да, то есть он тает от горячей трубы. Вещи все собрал, а жду, когда печка прогорит. И жду рассвета. Пока есть время, тут, в принципе, метров 200-300, наверное, дойти до этих штолен. И как раз, когда я сюда уже вернусь, то и печка прогорит. Ее можно будет собрать. Да и посветлее станет. А вот, собственно, что я вам хотел показать. Смотрите, какой туннель. Да? Огромный. Сколько тут метров? 50, наверное, точно, ни конца, ни края пока не вижу. И это все здесь вот людьми разрабатывалось. То есть взрывы направленные. И вот эту породу выносили потом туда наружу, к воде. В некоторых местах эти туннели соединяются друг с другом. Но вот в этот я зашел, он ни с чем не соединяется. Но когда будет конец, непонятно. А, вон, вижу, по-моему. Сейчас дойдем и посмотрим в обратную сторону. Развернемся. Глянем. Фух, докуда он. А, ну вон, видно. Свет в конце туннеля. Я уж не знаю, вам видно будет, нет. Сейчас попробую фонарь убавить чуть-чуть. Во. Ну, метров 50 точно есть. Смотрите, летучая мышь, оказывается, он спит. Вон. Видите, нет наверху? Сейчас покажу. Во.
Не будем ее будить, поэтому давайте пойдем отсюда. А то сейчас, может, тут она не одна спит. Как проснутся, как начнут летать. Рекомендую для посещения в качестве разнообразия. О, ежик мертвый. Да, добегался. Ну что, друзья, хочу сказать вам огромное спасибо, что находились все это время со мной. Буду очень благодарен, если вы поставите лайк под этим видео, напишите комментарий. Ну, кто-то, если захочет, конечно же, ставьте дизлайки. Любая ваша реакция полезна для алгоритмов YouTube, для продвижения моего канала. Также хочу заметить, что наверняка кто-нибудь из наших местных людей, местного населения, захочет посетить это место. И буду очень признателен вам, если вы его посетите, сфотографируетесь и пришлете мне в телеграм-канал. Поделимся впечатлениями об этом месте, пообщаемся. На этом на сегодня все. Это был канал Лесной Строитель. Совсем скоро мы увидимся вновь. Пока-пока. Куда ты смотришь,